сегодня действительно глобальная угроза терроризма в свете ряда трагических событий последнего времени, она очевидна. Это и Россия, это Турция, Франция, Африка, Ближний Восток. География жертв трагедии, увы, говорит в пользу того, что это может коснуться любого государства и любого человека. Для того, чтобы победить эту страшную болезнь, нам предстоит очень большая работа. Однако мы понимаем, что каждый должен на своем месте заниматься этим профессионально. Не надо сегодня подменять нам спецслужбы. Общественники, представители религиозных организаций должны работать с обществом, заниматься профилактикой. Религиозные деятели, общественные структуры, неравнодушные гражданские активисты должны уделить максимальное внимание развитию диалога внутри различных групп населения, превентивным дискуссиям, реальной защите прав и свобод верующих. Не секрет, что часто вопросы вербовки успешно решаются там, где есть большое количество несправедливо обиженных, конфликты интересов в том числе. Массовая гибель людей – это очень страшная трагедия, но необходимо признать со всем уважением к памяти безвинно погибших, да смилуется над ними Всевышний, что реальная цель террористов отнюдь не только убийство, а общественное мнение, страхи и пораженческое настроение. По сути, информационная кампания, как бы цинично это ни звучало, она идет в двух плоскостях. Это первое широкое воздействие на массы, целью которой является бесконтрольный страх и ожидание новой трагедии, адресное воздействие на потенциальных исполнителей, информационная обработка будущих убийц, якобы идущих на страшные жертвы во имя высших целей. Они используют самую изощренную ложь, полуправду, грамотно смешивается состав будущего преступления с реальными проблемами верующих. Общественная палата Российской Федерации, в свою очередь, старается оперативно реагировать на существующую ситуацию. Буквально недавно решением Совета Общественной палаты создан специальный координационный совет по противодействию терроризму, который возглавил известный общественный деятель, дипломат Сергей Александрович Орджоникидзе. В нем каждый из нас в рамках своей профессиональных и личных компетенций закрывает профильный участок работы. По просьбе коллег я в том числе возглавил рабочую группу по противодействию псевдорелигиозному экстремизму. У других коллег у нас другие направления работы. Наша основная политика сегодня, имея в виду и свое окружение, как религиозного деятеля ислама, как члена общественной палаты, основной козырь в руках наших для борьбы с их террористами – это наша открытость и работа с обществом. Ведется разъяснительная работа с молодежью, студентами, верующими и неверующими людьми на предмет того, что на самом деле, что такое Даиш, ИГИЛ или другие преступные группировки. Развенчивается миф о каком-то радикальном направлении традиционных конфессий. Никакие небесные религии не признают насилие и убийство. Тема очень уязвимая, и нужно к ней относиться очень профессионально. И она, конечно, не терпит некой такой самодеятельности. Иногда люди, получается, что стараются и из числа наших общественных активистов что-то сделать, но по сути получается, что мы льем воду на мельницу тех же наших врагов. И в этой связи, конечно, нам нужно обобщить наши усилия. И сегодня наша общая цель, чтобы мы единой, цельной, такой общественной стеной стали против экстремизма. Это очень важно.